Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Обзор индексов доллара, евро, рубля. Давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит для того, чтобы скорректировать огонь. Так, S&P Futures улетел. Торгуется он уже на 3200. Эйфория продолжается. И при таком подходе мы увидим, разумеется, позитив по российскому фондовому рынку. Так, китайский индекс торгуется сегодня в плюсе, пока в плюсе. Открылся он со значительным гэпом. Это связано с тем, что в воскресенье вышли позитивные данные по торговому балансу Китая. Вот, я думаю, это оказывает самое непосредственное влияние. Плюс комплекс факторов. На прошлой неделе масса позитива в пятницу. Сегодня американский фьючерс растет. И вкупе всех этих обстоятельств Китай тоже показывает на текущий момент рост. 0,5%. Если это продержится на момент открытия наших площадок, то это наши акции Чермета погонит вверх вместе со всем рынком. Нефть с утра у нас отлично растет, почти 2% плюсом. Уже он фактически подошли к закрытию гэпа. Но гэп здесь не главное, там есть ряд целей, которые будут отработаны по факту закрытия гэпа. То есть сейчас вот после того, как закрепилось на 39,7 и выше, наиболее вероятно, что мы увидим движение на 47, точнее диапазон 47-57. Вопрос только в том, сколько продлится такой задерг. При этом, конечно, есть вероятность того, что мы отобьемся вот от этого гэпа, как только его закроем. Такое тоже может быть. Но даже если такое произойдет, то все равно потом будут нефть подтягивать в диапазон 47-57. Даже после того, как мы скорректируемся. То есть здесь вот пошел мощный растущий тренд. И, соответственно, этот тренд, он с учетом того, что идет, как ни крути, открытие мировой экономики и соблюдение по добыче, сокращению договоренности, все равно будут нефть так или иначе выталкивать вверх. Так, ну вот по нефти у нас идет попытка разворота. Первая цель, в случае, если разворот сейчас состоится, это движение на 41,9. Если пробивается 41,87, то отсюда начинается снижение, цель которого возврат вот в этот диапазон 40,38,9. Вот сюда вот. Пока такой сценарий маловероятен, оснований для него нету. Вот, но тем не менее, если все-таки пойдет пробитие вот этого диапазона, значение 41,9, 41,76 на объеме, то мы отсюда весьма вероятно увидим движение сразу вот сюда, вот в этот диапазон. И в том случае, если все-таки пойдет пробитие 38,5, 37,4, это по 4-часовому графику, здесь немножко уровни от дневки отличаются и от недельки, то мы, соответственно, увидим откат и тестирование 34,8, 35. Вот. Если вот пробой вот этого диапазона происходит, то здесь уже вполне вероятно, что весь растущий тренд будет сломан, и дальше будет либо длительная проторговка, болтание, или мы увидим снижение, продолжение снижения на 31,5. Сейчас как бы текущая ситуация указывает на то, что сегодня и в течение этой недели мы, скорее всего, увидим продолжение роста по нефти. И продолжение сегодня роста по нефти будет оказывать поддержку рублю и укрепление рубля против доллара и, возможно, евро. Так, друзья, давайте посмотрим диспозицию по фьючерсам на ММВБ. Что здесь бросается в глаза? В пятницу по итогам торгов юрики сделали ставку на то, что в понедельник будет укрепляться доллар, будет укрепляться евро против доллара и будет укрепляться евро против рубля. Вот. И особенно вот эта ситуация, она сильна в фунте. То есть здесь как бы вообще какое-то огромное значение позиций лонговых на рост фунта британского против доллара. То есть если оперировать этой информацией, то сегодня ожидают рост доллара и евро против рубля, рост евро против доллара и рост британского паунда против доллара. Эта информация не является какой-то панацеей, там, каким-то волшебным сигналом.
она отображает то, что происходит на рынке. Это не значит, что вот сегодня во всех случаях, когда такое происходит, идет рост курса валют в соответствии с лонгами юриков. Вот, но чаще всего по определенным инструментам это именно так. Если брать, например, нефть, то это может быть не так, потому что там явно кто-то заскакивает из крупных физиков. Так, какие у нас ожидания и цели по движению доллар-рубль? Ну, смотрите, вот сейчас с учетом того, что идет такая эйфория на рынке и растет нефть, скорее всего, с утра мы увидим укрепление рубля против доллара. И здесь цель движения первая будет, ну, на открытии, скорее всего, будет движение до 67,98. То есть такое укрепление вполне возможно с учетом того, как выросла цена на нефть и что идет позитивная динамика по американскому фьючерсу и по Китаю. Это значит, будут покупать российские активы, соответственно, спрос на рубль. То есть я так думаю, что с утра где-то предел укрепления находится на 67,97, 68,05. Вот где-то вот сюда, в этот диапазон, вполне вероятно, что рубль-доллар мы увидим движение. Но если говорить о локальных движениях, то есть с чего все начнется? Все начнется, скорее всего, с тестирования на пробой диапазона 68,4, 68,21. Вот если этот диапазон с утра на открытии будет пробит, то мы сразу увидим движение на 67,95, 68,05. Если там пойдет закрепление, то есть проторговка, рост объема, то мы увидим дальнейшее движение, цель которого будет 66. Если будет краткосрочный задерг в тот диапазон 67,95, 68,05, и мы из него выйдем, то дальше начнется поэтапное укрепление доллара. Первая цель это 68,35, вот сюда вот, и потом возврат на 68,5, 68,6, вот сюда вот. И здесь существенный момент, это будет или не будет потом пробито на растущих объемах 68,86. Если такое произойдет, то сразу улетит на 69,16. Текущая ситуация по рубль-доллар такова, что несмотря на то, что юридические лица сделали ставку на рост доллара против рубля, на открытии мы, скорее всего, увидим укрепление рубля против доллара, USD Tomorrow. Здесь цель движения находится на не более 67,95. Вот туда цена может сходить, но это будет после пробоя 69,4 и потом 68,21. Вот 68,21 пробивается, сразу будет задерг в диапазон 67,95, 68,05. Сейчас как бы с учетом того, как выросла цена на нефть и что американский фьючерс растет достаточно бодро, мы вполне можем увидеть такой прострел. Вот. Но разумеется, этого прострела не будет, если не будет пробития 68,21. То есть может вполне как бы вот отсюда быть рикошет. То есть сейчас на открытии пойдет укрепление рубля на 68,38. И здесь он задержится, начнет торговаться. Если он здесь не удерживается, то следующая точка это 68,21. Если 68,21 на объеме пробивается, далее будем, скорее всего, двигаться в диапазон 67,95, 68,05. Вот. Но можем вот здесь остаться. Вот если мы не пойдем ниже, вот отсюда будет удар и отскок от 68,28,75 или 68,21,25, то в этой ситуации, если вот при приходе на эти значения пойдет снижение объема, мы увидим отбой и пойдет резкий колебательный возврат. Рубль-доллар сначала на 68,6, потом тестирование 68,87 на пробой. Первый уровень, второй уровень. Итак, то, что касается рубль-доллар, с утра я ожидаю, что мы увидим укрепление рубля к доллару. То есть здесь будет несколько целей, которые в случае пробития и роста объема будут ускорять движение вниз по доллару
и укрепление для рубля. Первая цель это 68.38, вторая цель 68.21. И, соответственно, если пробивать 68.21, то с утра остановка будет в диапазоне в районе 68, который я только что до этого говорил. Вот. А потом пойдет укрепление доллара против рубля. Если только не начнется продолжение сильного роста нефти, но нефть, судя по 4-часовику, она будет корректироваться. Вопрос только, как это будет. Это будет немножко или будет множко. Вот. Судя по всему, это все-таки будет немножко. Но даже если это будет немножко, то, соответственно, мы увидим отскок и рост доллара против рубля. Даже небольшой. Так, далее евро-рубль. Ну, смотрите, здесь ситуация тоже она указывает на то, что мы с утра, несмотря на позиции юриков, что они делают ставку на лонги по евро против рубля, с утра здесь более вероятно у нас будет тестирование на пробой 77.17. И как только этот уровень на объеме будет пробит, то здесь сразу формируется движение, цель которого отработка диапазона 76.91.50, 77.05. Вот сюда вот должны сходить и эту цель закрыть. Если пойдет пробой 76.83, то, соответственно, в этой ситуации мы увидим повторное тестирование 76.5. На текущий момент, если не пойдет еще больший рост нефти, ну, например, на 45, я думаю, такого движения, скорее всего, не будет. То есть по евро-рублю мы с утра увидим укрепление рубля. Здесь наиболее вероятный сценарий это у нас будет сначала тестирование на пробой 77.15 и потом отработка этого диапазона. Пробитие вот этого диапазона и более глубокое укрепление рубля на текущий момент, я думаю, маловероятно. Вот. Если мы по факту пробития сначала этого уровня, потом, если все-таки будет пробитие этого уровня, начнем торговаться и полдня проторгуемся по сниженным ценам евро, то, соответственно, это приведет к тому, что вот этот вот рост, который начался, он ломается, и у нас идет уход на более низкие энергетические уровни. Однако, я думаю, что вот этот вот задерг, который пойдет, он потом все равно в течение дня приведет к отскоку. Но мы с вами онлайн будем это дело отслеживать, что происходит с ценами на нефть в текущей ситуации, и, исходя из этого, делать выводы и принимать решения. Но с утра, я думаю, у нас будет строиться укрепление рубля, движение вот на те уровни, которые я озвучил. Да, есть цель. Цель она проходит вот здесь, вверху 77,8. И при любой возможности мы увидим укрепление евро против рубля и отскок к этой цели. Так, далее евро-доллар давайте посмотрим. Ну, смотрите, сейчас на текущий момент евро к доллару ослабляется. Здесь есть ключевая причина, поскольку вышли сильные данные по снижению безработицы в США. С одной стороны, это плюс для мировой экономики, с другой стороны, это минус для евро, потому что еврозона, она получается в более слабой позиции находится. В таких случаях, как минимум, хоть временно, происходит ослабление валюты той стороны, или набора стран, в данном случае Евросоюза, против доллара, что мы с вами видим. Вопрос только, сколько это продлится. Здесь есть определенный нюанс, связанный с процентными ставками. 10 июня заседание ФРС, где может произойти ускорение изменений вот в этой политике, связанной с разницей в ставках. Так, ну вот смотрите, по евро-доллару сейчас у нас будет либо отскок от текущего значения, либо из диапазона 1,1282, 1,1271. Если сейчас будет разворотная формация и отскок, то цель этого отскока будет тестирование 1,1315. Если отскока из этого диапазона не будет, то мы получаем здесь пробой, и этот пробой приведет сначала на 1,1267, и следующая цель движения у нас здесь находится уже на 1,1203. Пробитие поэтапно этих целей приведет к ослаблению евро против доллара и, соответственно, движение вот до этих уровней. Если сейчас от текущего значения или от этого диапазона пойдет
выталкивание и отскок, то, соответственно, первая цель укрепление евро вот здесь, и следом за ней пойдет цель 1,1330. Вот. Пока как бы все указывает на то, что вроде идет нисходящий тренд по евро, она пытается развернуться, разворотные формации делает. И критерий того, что эти разворотные формации не удались, это будет пробой вот этого диапазона. Если сейчас в ближайшее время мы здесь увидим рост и пробой на целые 12,95, то разовьется движение на укрепление евро в первой половине дня и сегодня в течение дня. Все, спасибо за внимание.